В этом выпуске российские фигуристки Мария Талалайкина и Анастасия Губанова сменили гражданство. Третий поход за мечтой. Почему сейчас Туктамышева ближе к Олимпиаде, чем когда-либо? Плющенко научился делать что-то хорошее, иностранцы о победе над Этери Тутберидзе в Москве. А теперь обо всем по порядку. Российская фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии. Об этом рассказала Елизавета Нугуманова, когда в соцсетях рассказала, что будет скучать по Талалайкиной. «Я буду безумно скучать. Но Маша обещает приезжать. Мне будет очень ее не хватать», написала Нугуманова. В сезоне 2020-2021 Талалайкина заняла 9-е место на чемпионате России в финале Кубка России. Федерация фигурного катания Грузии объявила о переходе в сборную страны российской фигуристки Анастасии Губановой. Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. В сезоне 2019-2020 Губанова заняла 10-е место на чемпионате России и стала серебряным призером финала Кубка России. Третий поход за мечтой. Почему сейчас Туктамышева ближе к Олимпиаде, чем когда-либо? Елизавета впервые показала класс не после игр, а за сезон до Олимпиады. Кажется, фигуристка всерьез готова избавиться от неприятного ярлыка. Елизавете Туктамышевой принадлежит уникальное, но немного печальное достижение. Лиза, самая титулованная и любимая зрителями фигуристка, ни разу не выступавшая на Олимпийских играх. В следующем сезоне чемпионка мира и Европы предпримет третью попытку избавиться от неприятного ярлыка. По ходу долгой и удивительной карьеры ученица Алексея Мишина из вундеркинда превратилась в главного долгожителя женского одиночного катания. Ни перед Сочи 2014, ни перед Пхенчханом 2018 конкуренция за место на Олимпиаде не была такой суровой, как сейчас. Но, как ни парадоксально, именно в следующем сезоне у Туктамышевой есть реальный шанс осуществить заветную мечту. Так почему Лиза уже дважды оставалась за бортом Олимпийских игр? И за счет чего может прервать эту злополучную серию? Для Туктамышевой чемпионат России сложнее чемпионата мира. Задачу попадания на Олимпиаду для Туктамышевой осложняли непростые отношения с чемпионатом России, основным этапом отбора в национальную сборную. Свою единственную победу на главном внутреннем турнире Лиза одержала в 16 лет, в декабре 2012-го. Защита титула практически гарантировала бы ей участие в Олимпиаде в Сочи, но все сложилось иначе. Елизавета неплохо начала сезон, но после серии медалей на соревнованиях второго эшелона последовал провал на чемпионате страны. Тогда, напомним, у России было лишь 2 квоты в женской одиночке, и составить конкуренцию Юлии Лепницкой и Аделине Сотниковой у Туктамышевой не вышло. Сама фигуристка объяснила свой спад переходным возрастом, который сопровождался набором веса, стремительным ростом и неустойчивой психикой. Сначала я расстроилась, что не буду выступать на Олимпиаде, но сейчас понимаю, что игры у меня еще могут быть. Жизнь на этом не кончается. Мне ведь всего 17 лет, время есть. Ведь я еще могу отобраться на 2 следующих Олимпиады, если все будет в порядке, прокомментировала Туктамышева свою неудачу на чемпионате России. Свой самый успешный сезон с точки зрения титулов Лиза провела аккурат после Олимпиады в Сочи. Героини домашних игр сдали на глазах, а восходящие звездочки только набирали силу. Туктамышева же распорядилась шансом по максимуму, показав на чемпионате мира в Шанхае редкий по тем временам тройной аксель. Однако провести весь олимпийский цикл на высоком уровне у нее не получилось. Дали о себе знать травмы, да и конкуренция резко увеличилась. В итоге на чемпионате России перед Олимпиадой в Пхенчхане Лиза заняла только 7-е место, оставшись без вторых игр к ряду. Сама Туктамышева воспринимает перепады в спортивной жизни с присущей ей иронией. «Моя карьера как аритмия. И это нормально». Более того, фигуристка находит в себе силы шутить над ситуацией. Так, после успешного старта после олимпийского сезона 2018-2019 она посмеялась над мемом, созданным одним из поклонников. Возвращение в элиту.
Уж и не сосчитать, сколько раз Туктамышеву списывали со счетов и отправляли на пенсию. Но она предпринимает уже третью попытку отобраться на Олимпиаду. Если раньше ученица Мишина феерила сразу после игр, то в прошлом сезоне предстала в изумительной форме непосредственно перед битвой за Пекин. Лиза выиграла московский этап Гран-при, отобралась на чемпионат мира и завоевала там серебро. В новом рейтинге ИСУ она занимает 4-ю строчку, опережая многих учениц Этери Тутберидзе. Это позволяет ей рассчитывать на место в заключительной разминке и, следовательно, на более высокие баллы за компоненты. Ей надо сохранить свой тройной аксель, и она будет конкурентоспособна, оценивает подготовку Елизаветы к новому сезону Илья Авербух. Лиза готовит к новому сезону четверной тулуп, а на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге уверенно прыгала фирменный тройной аксель. И пусть без ошибок соперниц рассчитывать на участие в Олимпиаде будет тяжело, по своему настрою и готовности Туктамышева даст фору себе же прежней. А значит, и поездка на игры для нее может превратиться из мечты в реальность. Кажется, что именно сейчас Туктамышева ближе к Олимпиаде, чем когда-либо. Плющенко научился делать что-то хорошее, иностранцы, о победе над Этери Тутберидзе в Москве. В турнире юниорок на первенстве Москвы по фигурному катанию не обошлось без сюрпризов. Победу над командой Этери Тутберидзе неожиданно одержала подопечная Академии Плющенко Настя Зинина. В активе 14-летней ростовчанки приземленный четверной тулуп. Суммарно за две программы Зинина набрала 209 баллов. Это на 11 баллов больше, чем у ученицы Хрустального Марии Захаровой. Еще одна представительница Академии Плющенко Софья Титова замкнула тройку призеров. В произвольной Зинина исполнила 2 четверных тулупа. Один в каскаде с двойным. Оба прыжка с недокрутом. Но, учитывая повальное падение конкуренток на квадах, четверть оборота – пустяк. Англоязычные поклонники фигурного катания быстро заприметили новую талантливую юниорку из России. По мнению некоторых комментаторов, Зинина в силах подпортить медальную статистику Софьи Акатьевой и Вероники Жилиной на мировом первенстве среди юниоров. На форумах Golden Skate и Reddit запись выступления Анастасии анонсировали с громадной помпой. Дамы и господа, звезда родилась. У нее есть все. Большие квады, изысканность и красивая осанка. Это мой кандидат на медали юниорского чемпионата мира наряду с Акатьевой, Жилиной и Левита. Судьи поставили ей недокрут, но ее четверные прыжки действительно огромны, так что сейчас важно улучшить позицию и вращение. Я думал, она из категории фигуристок 2008-2009 годов рождения. Но оказывается Зинина одного возраста с Самоделкиной, и через год выйдет на взрослый уровень. Она много пропустила в прошлых 2 сезонах из-за травмы. Сейчас, должно быть, она получила огромный заряд уверенности, учитывая, как сложно в российском фигурном катании удерживать позиции, не говоря уж о камбэках, оповещал самый заплюсованный комментарий. Сказочное преображение Насти. А год назад Зинина была лишь 13-й на этом же первенстве. Пробудила старую дискуссию о профпригодности Евгения Плющенко, как тренера. Весной его школу спустя год работы покинули звездные Алена Косторная и Александра Трусова, проследовав по обратному маршруту. Плющенко научился делать что-то хорошее. Удивился кто-то из комментаторов. Вот что ему ответили. Пока рано говорить об этом. Как и все пришедшие в его академию фигуристы, Настя каталась на старом багаже. В ее катании до сих пор виден почерк по новой. Плющ и Яна уже успели заявить, что прыжковый прогресс Зининой – их рук дело. А вот Титова – это уже фигуристка, сделанная Плющенко. В чем-то хороша, в чем-то не очень. К Плющенко Зинина перешла в начале лета из снежных барсов Светланы Пановой. Под руководством мэтра девушка уже показала четверной тулуп и каскад-квад-тулуп тройной Ридбергер. Пока только на тренировках. Все эти заслуги Плющенко скромно взял на себя. В середине сентября его тренерский талант ждет новая проверка. На 4-м этапе юниорского гран-при в Красноярске схлестнутся Анастасия Зинина с Софьей Акатьевой и Дарьей Садковой из группы Этери Тутберидзе,
и Софьей Самоделкиной из ЦСКА.